Здравствуйте, меня зовут Наталья Лощинина, мне 42 года. Я воспитываю сына с диагнозом миопатия Ульриха. Идет нарушение соединительной ткани. То есть каждое мышечное волокно, оно обернуто соединительной тканью, и как раз вот эта соединительная ткань, она страдает и нарушает работу всей мышцы, и постепенно мышца начинает отмирать. Еще в Казахстане сначала говорили, до 2 лет доживет, потом до 6, потом до 10. Естественно, каждую дату я оплакивала. Ну, это то, что еще не знала, как просто жить с этим. Но это тяжело принять каждой маме. Вот. Но слава богу, что у меня хватило ума не остановиться. Сейчас в первую очередь у меня стоит цель – это сделать так, чтобы у моего сына продолжительность жизни, выиграть, так сказать, у болезни, выиграть дополнительные года жизни. При миопатиях со временем происходит ослабление дыхательной функции. То есть у нас диафрагма же толкает легкие. Диафрагма – это мышечный орган. Она тоже ослабляет, и межреберные мышцы, которые расширяют грудную клетку, они тоже ослабляются. И человеку, невозможно ему легкие полноценно открывать и закрывать. Лучше не рисковать. Человека переводить на искусственную вентиляцию легких. Да, это звучит страшно. Но на самом деле, если ты этому всему обучен, это наоборот радость. Потому что ты точно знаешь, что человек утром проснется. У миопациентов, когда уже происходит разрушение диафрагмы и межреберных мышц, не видно даже колыхания грудной клетки. И очень тяжело понять, дышит ли человек вообще. И у меня действительно, я подходила его переворачивать ночью, я даже боялась прикоснуться. А сейчас аппарат работает, я масочку одела, я издалека слышу, что Саша дышит. И у меня ночь проходит спокойно. Группа «Сильнее обстоятельств» прежде всего существует для того, чтобы поддержать друг друга. Потому что пока родители воспитывают маленького ребенка с тяжелой патологией, они все застревают на том, я тоже через это прошла. Это стадия непринятия. Сначала казалось, что я все сделаю, это неправда, это не тот диагноз, это где-то ошибка, я все сделаю, я там докажу, я побежду, и победю, как это правильно сказать. Вот. А потом, когда понимаешь, что смотришь и прогрессирует заболевание, ты ничего сделать не можешь, ты погружаешься в депрессию. И вот это очень большая ошибка. Чем хороша эта группа, что там собраны как родители маленьких детей, как взрослых уже, ребятишек перед 18 годами, и есть взрослые. И ты на примере смотришь, ты общаешься, у кого как происходит, и до тебя доходит, что не надо останавливаться, не надо расстраиваться. Ты теряешь драгоценное, пока ты расстраиваешься, драгоценное время уходит. Найти таких же пациентов с таким диагнозом. Я думала, что я вообще в городе с миопатией одна. После того, как мы попали в Кате в группу, я понимаю, что с таким диагнозом, с доказанными миопатиями, я уже знаю 2 людей. И еще есть несколько людей, которые на стадии доказать. Но уже точно понятно, что это миопатия. И я понимаю, что я этим людям сейчас могу помочь, подсказать, как правильно действовать, каких не совершать ошибок, куда обратиться. И вот действительно, когда ты понимаешь, что ты кому-то можешь помочь, просто кайфуешь от этого. И я понимаю, что если бы мне тогда, в мое время, когда Сашка был маленький, мне подсказали, я бы очень много сделала для своего Саши. И я понимаю, что его состояние здоровья было бы сейчас намного лучше. К сожалению, есть много родителей, которые стесняются показывать своих детей. Но нужно не зацикливаться на болезни, потому что жизнь прекрасна, к сожалению, она коротка, и тратить ее на огорчение, это неправильно. Самое важное, это когда мы вместе можем куда-то выйти, и вообще просто нахождение рядом в такие светлые моменты. Из таких мелочей светло как раз складывается жизнь. Но если ты в душе не сломался, то и болезнь потихонечку будет отступать. По крайней мере, мы в это верим и надеемся.